Кто убил Джона Кеннеди? Почему он поехал по новому маршруту и не стал использовать бронежилет? Я расскажу вам про все обстоятельства этого чудовищного убийства, которое перевернуло мир. От официальной версии, в которую не верит более 70% американцев, до действительно страшных теорий. Лучше досмотрите. Ну и логичный вопрос. Почему именно он? Джон Кеннеди не просто вошел в историю как один из самых популярных президентов США, он стал символом новой эры. В возрасте 43 лет он занял овальный кабинет, став победителем на выборах 1960 года. Его соперник Ричард Никсон сначала говорил о махинациях, но вскоре признал поражение. Считается, что разница между кандидатами составила всего 113 тысяч голосов при общей явке 68 миллионов 800 тысяч избирателей. Почему американцы так полюбили молодого демократа? Не последнюю роль сыграло появление теледебатов, которые показали Кеннеди как уверенного оратора с невероятной харизмой. На фоне напряженного Никсона Кеннеди выглядел спокойным и убедительным. Возможно, именно это помогло ему завоевать сердца избирателей. В период своего короткого президентства, менее 2 лет, Кеннеди столкнулся с одним из самых напряженных моментов в истории человечества – Карибским кризисом. Ситуация была настолько критична, что мир каждый день ожидал начала ядерной войны. США установили ракеты в Турции, что вызвало ответные действия СССР – размещение ракет на Кубе. Однако, благодаря дипломатическим усилиям Кеннеди и его способности вести переговоры с Никитой Хрущевым, стороны смогли договориться и через несколько месяцев начали процесс разоружения. Не менее важным было и его решение активизировать космическую программу США. В сентябре 1962 года Кеннеди анонсировал перед 35 тысячами зрителей планы по освоению космоса и полет человека на Луну. Хотя сам Кеннеди не дожил до реализации этих планов, инициированные им программы, включая Аполлон, привели к 6 успешным лунным миссиям. Так что его было за что любить и ненавидеть. Но что было в день убийства? Кеннеди был известен своим желанием казаться более доступным и открытым, что проявилось в его отказе от бронежилета и усиленной охраны даже в моменты потенциальной опасности. Трагическим следствием этого стало то, что после выстрела его жена, Жаклин, оказалась рядом и подбирала части черепа своего мужа. Представляете ее чувства? Летом 1963 года Кеннеди решил отправиться в Техас, чтобы подготовить почву для предстоящих выборов. В этом штате его встречали противоречиво. Частично из-за того, что его победу в 1960 году приписывали происхождению Линдона Джонсона, кандидата в вице-президенты из Техаса. Поездка в Техас стала попыткой укрепить связь с жителями штата. 21 ноября Кеннеди с супругой прибыли в Сан-Антонио, а затем перелетели в Хьюстон и на следующее утро в Даллас, где их тепло приняла толпа. В Далласе день начался с дождя, но к полудню погода прояснилась, что позволило снять съемную крышу с президентской машины, чтобы жители могли лучше видеть своего президента. Кеннеди проявил желание быть как можно ближе к народу, попросив замедлить кортеж и отказавшись от усиленных мер безопасности, включая бронежилет и дополнительную охрану. Это его изгубило. Когда кортеж приближался к Дилли Плаза, Нелли Канали, супруга губернатора Техаса, обратилась к Кеннеди с восхищением. «Мистер президент, согласитесь, что Даллас вас любит». Президент улыбнулся в ответ. Разумеется. В 12:30, проезжая мимо школьного книгохранилища на перекрестке Хьюстон-стрит и Элм-стрит, лимузин президента стал целью для снайпера. По свидетельствам очевидцев и официальной версии, было сделано 3 выстрела. Первый попал Кеннеди в спину, прошел насквозь и ранил губернатора, сидевшего перед ним. Вторая пуля попала в голову Кеннеди. В момент второго выстрела Жаклин бросилась на багажник лимузина. Казалось, она пыталась выбраться из машины, но ее остановил охранник. На самом деле, первая леди пыталась подобрать осколок черепа своего мужа. Она держала его в руках до самой больницы, где передала медикам. На Дилли Плаза началась паника. Родители закрывали детей, кто-то падал на землю. Другие бежали в страхе. Кортеж мгновенно ускорился и через 5 минут доставил Кеннеди в госпиталь. Президент был еще жив, ему немедленно оказали первую помощь, но ранения оказались смертельными, как вы понимаете. Через 30 минут после выстрелов врачи констатировали смерть Кеннеди. Об этом стало известно из официального сообщения на пресс-конференции через час. Линдон Джонсон, вице-президент того времени, автоматически стал президентом. В 14:38 он принял присягу на борту самолета. Рядом с ним стояла Жаклин, на розовом костюме которой были видны пятна крови ее мужа. После трагической смерти Кеннеди
Примерно в тот же момент, когда врачи констатировали его кончину, в Далласе был арестован Ли Харви Освальд. Он быстро покинул здание книгохранилища, где произошли выстрелы, и направился домой. Освальд стал главным подозреваемым в убийстве президента по официальной версии. Изначально его задержали за убийство полицейского Типпета, произошедшее через 40 минут после атаки на президентский кортеж. Позже ему предъявили обвинения и в убийстве Кеннеди. Однако до суда дело не дошло. Через 2 дня Освальда убил Джек Руби, владелец ночного клуба, прямо во время транспортировки из полицейского управления. Это убийство транслировали в прямом эфире, и Освальд скончался в той же больнице, что и Кеннеди. Согласно законам США, умерший не может быть судим. Правда, удобно получилось. В сентябре 1964 года комиссия по расследованию представила доклад в 26 томов, заключив, что Освальд действовал в одиночку. И да, его подозревали не случайно. Ли Харви Освальд прежде служил в морской пехоте США, где проходил стрелковую подготовку. Несмотря на сложности с выполнением нормативов, он стал гораздо более метким стрелком, чем средний гражданский человек. В армии он начал изучать русский язык и даже сдал экзамен, хотя его знания оценили как слабые. В 19 лет Освальд уехал в СССР, отказался от гражданства США и пытался получить советский паспорт. В итоге он остался в Минске, где работал на заводе. Разочаровавшись в коммунизме, Освальд попросил возвращения американского паспорта и вернулся в США с новоиспеченной женой. Дома в США Ли Харви Освальд погрузился в написание мемуаров о своем пребывании в Советском Союзе, поддерживал связи с русскими иммигрантами и сохранял интерес к коммунистическим идеалам. После его смерти Марина Освальд рассказала комиссии Уоррена, что ее муж признался ей в попытке убийства генерала Эдвина Уокера, известного своими антикоммунистическими взглядами, в апреле 1963 года, но генерал выжил. Во время ареста после убийства Кеннеди Освальд отрицал свою причастность к стрельбе по президенту и полицейскому, утверждая, что фотографии его с винтовкой и пистолетом были подделками. Он также неоднократно менял показания относительно своих передвижений в день убийства. Связь Освальда с коммунистическими кругами и СССР, его военная подготовка и доступ к оружию позволили комиссии Уоррена прийти к выводу, что Освальд действовал в одиночку. Однако многие американцы этой версии не верят. Согласно опросам, более 70% по-прежнему сомневаются в официальной версии событий. Его просто считают удобным козлом отпущения, который уже ничего не скажет в свою защиту. Но вы же хотите таким быть, правильно? Но что делать, если попадешь в ДТП? Куда можно обратиться за помощью, чтобы из тебя не сделали крайнего? Где найти грамотного и честного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Но на этом дело не закончилось. Клей Шоу, банкир из Нового Орлеана, оказался единственным человеком, против которого были предъявлены официальные обвинения в связи с убийством Кеннеди. Окружной прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон, который начал свое расследование в 1966 году, предложил свою версию событий. Согласно ей, убийство было организовано ультраправой группировкой, к которой, помимо прочих, принадлежал Клей Шоу. В этой версии Ли Харви Освальд фигурировал как пешка, предназначенная для того, чтобы взять на себя вину за убийство. Гаррисон предположил, что на самом деле стреляли 2 снайпера. Освальд, чья стрельба не считалась определяющей, и другой, более подготовленный стрелок, засевший на травяном холме, откуда у него был лучший обзор и возможности для точного выстрела. Мотивацией для убийства, по мнению Гаррисона, стало недовольство внешней политикой Кеннеди, особенно его стремлением улучшить отношения с СССР и его усилиями по расширению прав афроамериканского населения в США. Однако аргументы Гаррисона не нашли подтверждения у присяжных, которые оправдали Клея Шоу, не признав его виновным в причастности к заговору или убийству президента. Но и на этом общественность не остановилась. Теория Роберта Катлера представляет собой одну из наиболее необычных и мрачных версий событий того дня. Какую?
Он предполагает, что на президента было совершено нападение 3 лицами, одно из которых использовало дротик с паралитическим ядом. Представляете? Анализируя материалы, снятые при проезде Кеннеди, эксперт Ричард Спрэг заметил человека с большим черным зонтом у дороги на травяном холме. Несмотря на ясную погоду, этот человек раскрыл зонт и поднял его над головой в момент, когда мимо проезжал лимузин Кеннеди, синхронно с первым выстрелом. Спрэг утверждал, что на Дили Плаза было сделано 6 выстрелов с 3 разных позиций, а действия стрелков координировал именно человек с зонтиком. Катлер развил эту теорию, утверждая, что зонт был не просто сигналом, а оружием. В предыдущие годы ЦРУ разработала скрытые орудия, включая зонтики, оснащенные механизмом для запуска дротиков, наполненных парализующим или смертельным ядом. Эти устройства действовали бесшумно и быстро, поражая цель, полностью растворяясь в теле и не оставляя следов. По версии Катлера, дротик поразил Кеннеди в горло, вызвав паралич и оставив маленькое входное отверстие, которое комиссия Уоррена по ошибке приняла за выходное отверстие пули. Именно поэтому Кеннеди не упал сразу после первого выстрела. Катлер утверждал, что Освальд был подставлен, а реальное убийство невозможно было осуществить без помощи спецслужб. Правда, в 1978 году человек с зонтиком, Луи Стивен Уит, заявил, что его действия были протестом против политики умиротворения агрессора, которую поддерживала семья Кеннеди в преддверии Второй мировой войны. Он пришел на Дили Плаза, чтобы упрекнуть Кеннеди, используя зонт как символическую отсылку к Невиллу Чемберлену. Уит шутил, что если бы в книге рекордов Гиннесса была бы номинация для тех, кто оказался в неправильное время, в неправильном месте и делал неправильные вещи, он бы занял первое место. И раз упомянул версию о вмешательстве спецслужб в убийство Кеннеди, Катлер поддерживал мнение о том, что ЦРУ могло быть заинтересовано в его смерти. Почему? Ответ банален – из-за планов Кеннеди по сокращению полномочий агентства. Это мнение разделяли многие историки и журналисты, в том числе советский журналист Генрих Боровик, который указывал на след ЦРУ в других политических убийствах того времени. Более того, реформаторские намерения Кеннеди, которые ставили под угрозу влияние спецслужб, могли создать мотивацию для организации его убийства, что отражалось в судьбе его брата Роберта, также убитого в 1968 году во время своей президентской кампании. Эта теория продолжает вызывать дискуссии и споры среди исследователей и общественности, поддерживая интерес к одному из самых трагичных и загадочных моментов американской истории. Но многие уверены, что Кеннеди мог убить и его заместитель. Теория о причастности вице-президента Линдона Джонсона к убийству Джона Кеннеди является одной из наиболее провокационных в ряду конспирологических версий. Сторонники этой идеи утверждают, что Джонсон был в центре заговора, в который вовлекли радикальные элементы ЦРУ, мафия, кубинские эмигранты и даже некоторые недовольные сотрудники администрации Кеннеди. Считается, что основной причиной, по которой Джонсон мог стремиться к смерти Кеннеди, было желание Кеннеди заменить его на выборах 1964 года. Кроме того, Джонсону приписывают мотивы, связанные не только с жаждой власти, но и с инстинктом самосохранения. Он опасался, что потеря поста вице-президента могла бы подвергнуть его риску быть обвиненным в коррупции, что потенциально привело бы его к уголовному преследованию. Мадлен Браун, любовница Джонсона, заявляла, что если бы Кеннеди не был убит, Джонсон, вероятно, оказался бы в тюрьме. Она утверждала, что Джонсон признавался ей в причастности к заговору накануне убийства. Даллас, где произошло убийство, выбора не случайно. Джонсон, будучи уроженцем Техаса, контролировал местную полицию, что могло способствовать скрытию улик. В частности, обсуждалась возможность скрытия отпечатков пальцев Мака Уоллеса, бывшего морпеха, в книжном хранилище, откуда, как предполагается, были сделаны выстрелы. Изменение маршрута президентского кортежа, проходившего через Дили Плазу, также ассоциируется с Джонсоном и губернатором Техаса Джоном Коннелли. Веру в эту теорию разделяли многие известные личности, включая Ричарда Никсона, который занимал пост президента после Джонсона, и Джеки Кеннеди Онассис, вдову убитого президента. И тут я не берусь утверждать, что это правда, но дыма без огня не бывает. И напоследок расскажу еще одну интересную версию. 1 ноября 1963 года в Южном Вьетнаме произошел государственный переворот, в ходе которого было свергнуто законно избранное правительство, а президент Ngo Dinh Diem и его братья были убиты. Существует версия, что переворот был организован с поддержкой ЦРУ по указанию президента США Джона Кеннеди.
Этот шаг, возможно, должен был стабилизировать ситуацию в регионе, но вместо этого привел к неожиданным последствиям. Многие конспирологи считают, что убийство Кеннеди через 3 недели после переворота в Вьетнаме было актом мести. Менее чем через 2 суток после трагедии в Далласе был задержан Люсьен Сарти, уроженец Корсики, известный наемный убийца и наркоторговец. Утром в день убийства Кеннеди Сарти находился в Форт Уорте, где президент выступал с речью, а спустя несколько часов уже в Далласе. По данным ФБР, Сарти проходил обучение в военных лагерях и был разыскиваем французскими властями за антигосударственную деятельность. Он также был связан с ОАС, секретной ультрарадикальной организацией французских военных, выступавшей против политики де Голля. Вместо ареста и допроса Сарти, которого, как полагают некоторые теоретики, могли нанять вьетнамцы для убийства Кеннеди, ФБР якобы тайно переправила его в Мексику или Канаду, позволив уйти безнаказанным. И как такое можно объяснить? А что вы думаете? Какая версия более правдива? Пишите в комментариях. И да, если вам понравился выпуск, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Спасибо за просмотр.